Здорово! Сегодня я покажу вам очень классный, очень эффектный фокус с картами, ну а потом, конечно же, обучу. Для этого фокуса мы берем самую обыкновенную колоду карт и попросим зрителя выбрать абсолютно любую карту. Вот так вот. Он берет ее, запоминает, это у нас 8 крести, и теперь мы засовываем ее в любое место. Вот так вот. Мы показали, эта карта в центре, ну и мы ее берем и задвигаем. После чего несколько разочков подснимаем, и для этого фокуса нам понадобится 4 самые обыкновенные карты. Щелкаем пальчиком и показываем зрителю восьмерочку, восьмерочку и восьмерочку. И, конечно же, туза буби. На самом-то деле это у нас не простые 4 карты. Это у нас просто раз, два, три, 4 туза. И если мы сейчас щелкнем пальчиком, то на колоде у нас окажется туз. И также еще у нас окажется туз на колоде. Еще один и еще один. А в руках у нас будет только карта зрителя. Вот такой вот классный, эффектный фокус с картами. И давайте же мы сейчас будем обучаться. Для этого фокуса вам необходимо заранее укомплектовать колоду. Вы берете и заранее достаете 4 туза. После чего кладете сначала пик, красный, черный и красный. Почему пик я советую класть сюда? Потому что вы будете его показывать 2 раза в Emsly Count, и тогда может так попасться, что 2 раза подряд. И, увы, это очень будет палевно. А когда мы покажем вот так вот все, без супер разрисованного туза, то будет не так палевно. После чего вы даете зрителю выбрать абсолютно любую карту. Например, это 6 пик. И теперь мы берем и несколько разочков подснимаем в левую руку карты. Раз, два, три. Понятное дело, сохраняя наши 4 туза. Вот эту вот карту вы засовываете внутрь туда. И потом отпускаете брейки и показываете, что все очень чисто, карта где-то в центре. И когда вы задвигаете вот эти вот карты туда внутрь, самое главное это в конце надавить на эту карту. И таким образом у нас образовывается такой зазорчик. И вы берете, и вы должны вот эту вот карту перенести наверх. Поэтому подснимаем раз, два, три и 4. И вот у нас карта зрителя, ну соответственно под низом у нас идут наши 4 туза. После чего смотрите, что вы должны сделать. Вы говорите, нам понадобится для этого фокуса 4 случайные карты. Понятное дело, это не случайные. И когда вы их подснимаете, отсчитываете, вы должны показать, будто бы все у вас чистенько, только 4 карты. Как вы это делаете? 2 карты в правую, 2 карты в левую, вот так вот немножечко пошуршали. И после чего те 2 карты, которые вы взяли в правую руку, вы должны задвинуть их под низ. Таким образом у вас получается вот такой вот порядочек. Туз черный, туз красный, потом у нас идет карта зрителя и туз красный. Далее вы говорите то, что у нас есть необычные 4 карты. И вам необходимо очень быстренько, красиво снять все 3 карты, чтобы показать, будто бы у вас есть 3 карты зрителя. И вы берете и подснимаете вот так очень быстро. Как это делается? Мизинчиком отсчитали одну карту, засунули сюда пальчик и перевернули. Сразу 3 карты очень быстро. Если делать это быстро и качественно, то, понятное дело, зритель не поймет, что за дела. Вы берете одну карту, кладете, теперь 2 карты подснимаете. И теперь еще одну карту подснимаете. И теперь вы показываете одного туза буби. Это у нас как бы такой вот немножечко расслабончик для зрителя дает, так как все-таки не 4 карты зрителя, а только 3 и еще один туз. Но потом вы его немножечко удивляете тем, что щелкаете пальчиком и показываете раз, два, три, 4. Понятное дело, я думаю, вы знаете, что это за движение. Это движение Elmsley Count. У меня на канале есть обучение 2 вариациям. Значит, смотрите, как это вкратце, если объяснять, как это делается. Вы берете, слистываете одну карту и засовываете ее под низ. Пока вы засовываете эту карту под низ, вот эти вот 2 сверху вы слистываете большим пальцем. И очень важно взять в правую руку как можно дальше эти 2 карты, чтобы они не разъехались при демонстрации. Потом вы еще одну карту берете и еще. Таким образом вы показываете 4 карты, но вот эту вот шестерочку вы прячете под туза буби. Итак, давайте еще разочек посмотрим, как это будет выглядеть. Раз, два, три, 4. Очень тяжелое движение, но очень важно ему обучиться, так как он круто подходит для очень многих фокусов. И теперь что вы делаете? У вас карта зрителя верхняя.
вы берете и вот так вот отсчитываете под наклончиком вот эти вот наши 3 туза. Далее берете колоду, можете поправить ее немножечко вправо, чтобы к правой руке было поближе, и щелкаете пальчиком. Теперь у вас в руках появляется как бы будто бы вот здесь вот 4 туза. Но очень важно, вам нужно вот эти 3 туза скинуть на колоду. И это нужно скинуть так, чтобы вы действительно это сделали, ну, просто вот незаметно для зрителя. Как так можно сделать? Вот вопрос. Ответ очень простой. Попросите зрителя вот так вот ручки сделать, сложить, будто бы они хотят набрать водички. И в тот же момент, как только вы щелкнули пальчиком, вы берете и вот этого туза одного кладете ему на руки. И сразу же в это время скидываете карты. Когда вы кладете туза на руки, он не может этого не сделать. Он просто возьмет и посмотрит на эту колоду, на эту карту, то, что вы ему кладете в руку. В это же время вы очень близко подносите эти карты над колодой и сбрасываете. И таким образом нужно это сделать так, чтобы не было, ну, приблизительно вот такого вот звука. Сейчас, 3 карты, вот слушаем. Вот. Вот такого у вас не должно быть. И вдобавок, если вы возьмете и очень близко их сбросите, то, ну, вероятность того, что они так вот сильно разъедутся, ну, крайне мало. Здесь, если вы сильно бросаете, и вот если легонечко. Они что-то еще сильнее разъехались. Вот зараза. Но все равно, в общем, вы кидаете, можете даже немножечко рукой их придержать, и все. То есть взяли, например, кинули их. Вот так вот придержали, и тут же руку убираете, как только начинаете показывать еще 4 туза в общем счете. Но так вы еще достаете с колоды 3. Раз, два, 3. И потом же вы берете и красиво показываете то, что здесь у вас только одна колода. Это одна карта 6 пик. После чего даете зрителю проверить колоду. Она самая обыкновенная, все карты разные и очень-очень-очень крутой фокус. Что как бы здесь, какие у меня есть к вам советы? Очень важно это контролировать внимание зрителя, то есть чтобы вы видели точно, куда зритель смотрит и в какой момент конкретно вам нужно сделать то или иное движение. То есть фокус на самом-то деле очень интересный, очень много схем уже, техник, которые мы учили до этого в различных фокусах, но мне понравилось именно вот его, получается, сюжет. Вот начало такое вот простенькое, потом хоп, появляются 3 целых карты зрителя, и после чего это все перерастает в 4 туза. И в итоге эти 4 туза оказываются вообще на колоде. Вот единственный момент, который реально можно очень сильно и грубо спалить, это когда вы сбрасываете 4 туза. Но опять же, здесь нужно очень внимательно смотреть на зрителя, куда он смотрит. И когда вы видите точно, что он смотрит, например, на туза на своих ладошках, либо вы, например, берете и ему тычете в лицо туза, и в это время очень сильно к нему прям подвигаете, скидываете, и ну то обязательно он будет именно на этого туза смотреть, так как вы должны контролировать его внимание и им, так скажем, ласково манипулировать. Ну а у меня, ребятки, на сегодня все. Это колода Талихо. В общем, переходите по ссылочке в описании в мой магазинчик. Вы можете ее купить. Колода очень качественная, очень хорошая. И сейчас появился супер просто наборчик из 3 колод стандартов. Вот так вот, да. Переходите, смотрите, ну кому интересно, покупайте. А у меня на сегодня все. До новых встреч, подписывайтесь и пока.